это Toyota. Соответственно, вы в любом случае, покупая ее, переплачиваете за бренд. Семь мест, конечно, там бестолковые. Третий ряд сидений реально маленький. Всем привет! Наконец-то мы опять подошли к Приусу, да. Предыдущий ролик про обычный Prius 30-ку зашел очень хорошо, смотрелся очень прямо активно. И Prius Alpha, тем более свеженький, рестайлинговый, вот у нас конкретно наш 2018 года, я думаю, на канале займет свое почетное место. Мне кажется, будет очень хороший выпуск. В первую очередь, чем мне нравится Prius Alpha в сравнении с обыкновенным Prius'ом, это то, что он больше, выше, и у него есть третий ряд сидений. Автомобиль просторнее, но имеет в себе те же технические полезности, как и в обыкновенном Prius'е. Prius Alpha в этом кузове, считается, так скажем, лонг-версией 30-го Prius'а. По сути, та же самая техническая часть, те же самые электронные помощники, вот эти все плюшки, практически та же самая подвеска, хотя, насколько я знаю, сами стоечки, тут по номерам другие, не такие, как в обычном Prius'е, нельзя купить от Prius'а обычного и поставить сюда. У Prius'а обыкновенного есть уже 50-й кузов, да, то есть совсем такой космический. Мне кажется, умеренность в случае с азиатскими машинами — это неплохо. Длиннее по каталогу на 15 сантиметров, я бы сказал, что визуально намного на больше, потому что прям реально крупнее. И выше на 7,5 сантиметров. Высоким людям, а у меня же частенько в комментариях любят спрашивать, а каково высоким-то? Вот высоким в Prius'е Alpha именно намного комфортнее. Комплектации у Prius'а Alpha достаточно, там реально их целый список. Очень много, но основные отличия какие? 5 мест, либо 7 мест. Батареи еще разные. То есть у 7-местных батарея поменьше и литий-ионная. Как по мне, это даже покруче. У 5-местных у них, классического уже, можно сказать, типа. Никель-металл гидридная, расположенная, получается, под сиденьями, в багажнике. А та, которая литий-ионная, она компактная и ставится под низом вот этого центрального бардачка между передними сиденьями. Вот чего обычно боятся покупатели Приусов, да? Конечно, боятся проблем с батарейкой, что ее в итоге придется менять, что она стоит дорого. Во-первых, это все касается старых уже очень пробежных машин. Если вы приобретете Prius свежий, какого-нибудь года там 17-18, 99% проблем с батарейкой у вас явно не будет. Вам еще ездить и ездить, потому что проблемы начинаются где-то там после 1150-200, и то они только начинаются. А так, чтобы ошибки вылезали, это прям вообще надо нормальный такой уже прям пробег. Бензиновые тачки уже на этом пробеге реально капиталятся, и тоже люди попадают на затраты. И что в итоге? 7 мест, конечно, там бестолковые. Третий ряд сидений реально маленький. Я бы все-таки выбирал именно 7-местную версию, 100%. Потому что, согласитесь, если мне нужен багажник, я, конечно же, сложу этот третий ряд сидений, у меня будет багажник. Но если мне понадобится третий ряд сидений, то я его могу раскрыть. А когда 5-местная машина, ты же ниоткуда не возьмешь третий ряд сидений. Но у нас на обзоре будет 5-местная. Я вам померяю здоровенный багажник. Этим он точно может гордиться, 100%. По стоимости свежих Prius Alpha я вам даже покажу прямо аукционные примеры. То есть минималка проходных годов с оценкой 3,5 будет примерно 1 100 000. А жир, максимум, состояние новой, оценка 4,5-5 баллов будет уже 1,5 миллиона. С учетом комиссии и доставки до Владивостока. Не знаю, кто говорит прямо, что все приусятины деревянные, это точно, этот человек не я. Мне кажется, что уровень вот этих современных машинок примерно все равно один и тот же. Здесь нужно понимать, что это Toyota. Соответственно, вы в любом случае, покупая ее, переплачиваете за бренд. Поэтому не нужно удивляться, что в Toyota мы видим пластик, в принципе, нормальный текстурный пластик. Мы видим обычную серебрянку вот эту, а не кожу, рожу и прочее. Эти машины ценны не кожей, рожей, не вентиляцией попы, понимаете? Они ценны именно своей гибридной установкой, именно тем, что они экономичны, выдерживают на самом деле большие пробеги. Такие машины в той же Монголии, допустим, ездят настолько повсеместно, что люди, наверное, гораздо реже видят бензиновые машины, а не гибридные.
Поэтому нужно понимать, что здесь ты платишь за надежность в первую очередь, за то, что здесь нечего чинить и нечему ломаться. Из прикольных типа лакшери фишек можно найти версию с пластиковой панорамной крышей, там даже электронные шторочки. А также опционально была обивка сидений, ну прям с ума сойти каким качественным кожзамом. Еще вот жалко, что вот конкретно у нашего механические, конечно, регулировочки, я вот сейчас прям вообще вот так вот развалюсь. Вы посмотрите, какая красота. Вот, как вот люди любят, да, вот руку еще сверху класть, вот самая четкая пацанская поза, смотрите. Здесь реально много места именно для крупных людей, то есть тебя ничто не прижимает ни в какую сторону. Я человек в длину не длинный, а в ширину достаточно широкий, и мне прям очень комфортно. Причем у нас это даже не максимальная какая-то нежирная комплектация, а в ней реально хорошо. Я уверен, что на дальняк на ней ехать просто вообще замечательно. Мне нравится, что расположение вот этого джойстика, который управляет режимами редуктора. Кстати, может быть, кто-то еще не знает, что в приусах нет коробки в обычном понимании этого слова. Здесь планетарный редуктор. Все вот так вот компактно сделано, все вот так вот упаковано в одну кучку. Мне никогда не нравилась приборка посередине, конечно. Я вам честно скажу, вот этот экранчик, ну типа бортового компьютера, они постарались над ним, да, поработали. Там такая машиночка красивенькая показывается, там батареечка, там моторчик, всякая рекуперация, все режимы показываются. Но оно вот такое вот маленькое. Вы посмотрите, я не знаю. То есть у меня на камере, наверное, экран такой же. На камере вот экран, в который ты вот смотришь, когда снимаешь, наверное, точно такой же. То есть у меня стопроцентное зрение, да, а если владелец, скажем, с хорошим таким минусом, он так, чё там, сколько у меня там? Ну, кстати, цифры они сделали хотя бы покрупнее, самую главную информацию, но иллюстрация прям ужас какая мелкая. В отделке используется глянцевый пластик. Он, конечно, как у нас народ любит его хаять, потому что он типа заляпывается. А я, например, не понимаю, зачем тебе сюда пальцами тыкать. А глянцевый пластик всегда выглядит дороже. Ну, определенно дороже. Очень много места для хранения всякой ерунды. Начнем с того, что огроменный бардак. Он еще и такой, знаете, двухсекционный. У него тут такая типа полочка есть. Прям реально глубокий, хороший такой. Вот у 7-местного под этим бардачком находится батарея. Подстаканник просто хозяйский, прям, не знаю, пол-литровая бутылка почти что наполовину в него погрузится. Кнопки вот эти Power, Eco, вот это все, ну, кнопки режимов, получается, они тоже в очень удобном месте расположены. Здесь огроменный поддон посередине, ну, получается же, они же перенесли рычаг управления коробкой вот с этого места вот сюда. Он вообще такой крохотный, чтобы, мне кажется, куда его ни сделай, он нигде мешаться не будет. С левой стороны два бардачка прям нормальных. Этот бардак полкообразный. Вот это мне, кстати, всегда нравилось, когда они такие полочкообразные. И большущий. Вот жалко только не на каких-нибудь таких, знаете, ну, чтобы медленно он опускался, потому что он, смотрите, вот сама по себе крышка тяжелая. Вот я даже не рискую отпустить ее с самой большой высоты. Вот, видите? То есть он просто держится на упорах, на самом деле. У него нету там никакого ни храповичка, ничего, чтобы он плавно опускался. Но он очень вместительный. Ну и, конечно, моя любовь. Та-дан! Один есть подстаканник в правильном месте, ребят. Один есть. Вот это идеальное место для подстаканника в любой машине, я считаю. А у водителя такого нету, хотя место под него есть. Конечно, здесь, как всегда, ну, конечно, почему бы нет? Здесь ничего нету, да, пустое просто пространство. Естественно, здесь не сделали никакого кармана, никакого бардачка, никакого ящика. Вот не понимаю я вот этого, когда не используют вот это пространство. Я считаю, Prius Alpha это такой, знаете, этап переходный между обычным Prius'ом, да, и уже настоящим серьезным минивеном, что-нибудь типа Альфарда или Velfire. То есть, когда ты покупаешь себе такой автомобиль, ты начинаешь уже подумать о том, что, а почему бы, наверное, еще мне род не продолжить, да? Мало мне там, допустим, одного, давай еще заведу. Вот серьезно, у меня эта машина натурально только о детях какой-то мысли навевает. Серьезно. И следующим шагом можно купить замечательный гибридный, особенно такой же Альфард. Кстати, про гибридный Альфард у меня тоже есть на канале подробнейший выпуск, ссылка будет в описании, либо в подсказке. Если люди, которые используют автомобиль среднеяпонского роста, то есть, ну, в пределах 175, там, ну, край до 180, здесь сзади будет место, вагон. Вот прям много места, я прям балдею. Сиденья задние тоже можно двигать, то есть можно их
поближе придвинуть, то есть еще больше сделать багажник. Когда заднее сиденье двигается по частям, это означает, что мы можем варьироваться, то есть с одну сторону положили побольше груза, посадили более низкого человека, на ту сторону положили меньше груза и посадили более высокого. Реально классно. Очень для меня лично важная разница, это то, что у пятиместных есть запаска, а у семиместных ее нету, ну и места, да, соответственно, под нее нету. Я честно скажу, для меня это очень важно, потому что я живу в суровой Сибири, у нас холодно, я не очень представляю, что я на морозе 30 градусов буду ковыряться с этим ремонтным набором. Знаете, маленькую дырочку можно и жгутом, да, ну, обычным вот этим набором из любого фикс-прайса, да, починить. Если серьезный порез, вам этот ремонтный набор все равно не поможет. И нужна будет запаска именно, поэтому я за банан, вот однозначно, 100%. Мне нравится, что здесь есть шторочка. Шторочка, кстати, мне нравится, что она вот с такими частями, да, то есть элементы вот такие, которые крепятся к подголовникам. Я вот эту тему люблю. Во-первых, из самого багажника ничего не вылетит, ничего не вывалится, да. Из второго ряда сидений тоже никто ничего лишнего в багажник не затолкает. Сама по себе шторка мягкая, конечно, не твердая. Хотя могли бы и сделать твердую крышку, а что нет-то? Ну почему бы и нет? До второго ряда сидений получается, ну, не сказать, что много, 95, тут 97, где-то так вот, прям вот в самом идеальном варианте. Я еще маленько приподнял вот эти сиденья. Ну, короче, ну, почти метр, но не метр, да, как в универсалах больших. Сам по себе второй ряд сидений складывается, но, увы, без трансформации. Складываются просто спинки вперед, и все. И мы их, соответственно, когда складываем, получаем просто ровный пол, да, но здесь нет трансформации, знаете, еще вот так вот кверху поднять, как у Honda бывает, но хотя бы здесь пластиковые накладки на спинках сидений, то есть не запачкаешь, в принципе, ничего. До переднего ряда сидений ровно 1,80 м, да, вот здесь мы уже видим габариты универсала, 100%, и пол здесь получается ровный, но хотя там образуется участок пустоты, когда второй ряд сидений, спинки второго ряда закончились, а передние сиденья еще не начались. Ну, в любом случае. Вот, знаете, жалко, что тут, получается, на спинках-то пластик сделали, а здесь-то пластика нет. В какой-то из машин, я помню, мы видели такую функцию, что можно было крышку вот эту переворачивать. Ну, она тут пластиковая, кстати. Ну-ка. Эх. Так, ну определенно это здесь не предусмотрено с завода, потому что в пазике-то оно не влезло. Но маленечко колхозно, но у меня получилось. Вот пластмасска. Все, а ну-ка вот эту детальку. Так, нет, это крышка батареи. Здесь батарея находится. Ее нельзя перевернуть и пластиком поставить. А то я смотрю, я бы вообще тут все наизнанку вывернул. Лишь бы только, чтобы не пачкать ковролин вот этот в багажнике. Органайзер, прям я скажу, очень даже просторный. Ну, запаска, естественно, находится под ними, под этими пенопластиками. Вот так вот их достаем. Когда отцепись, ты уже отдай. О. С этой стороны тоже есть доступ к батарее. Есть еще один поддончик в самой запаске. То есть он сюда вставлен. Здесь вот проушинка для буксировки, домкратик. Я удивился, что многие думают, что у гибридных вот этих всяких приусов только высоковольтная батарея. Нифига. Есть еще батарейка настоящая, обычная. Вот здесь под вот этим отсеком. Вот она. Маленькая. Вот она. И вообще, по сути, от нее работает только всякая электроника внутри машины. Что-то клемки, кстати, подокислились. Видимо, тоже сюда как это влага попала или что. Бесшумненько, да. Prius может смело ездить чисто на электричестве, если у него все с батарейкой хорошо. Кстати, у него радиус разворота достаточно большой. Успокойся, я еду уже вперед. 5,5 метров. Но, тем не менее, не нужно думать, что в нем трудно чувствовать габариты. Кстати, вот сейчас вот такой момент хочу я попробовать. Ну-ка, вот представим себе, что мне надо встроиться в поток. Подрыв-то есть?
сейчас покатаемся по-спокойному, подзарядим батареечку, чтобы уж точно быть уверенным, что мы динамику проверим правильно, да? Мне внешний Prius, честно скажу, нравится не очень, потому что они, конечно же, сделали максимально аэродинамичную форму автомобиля, но совершенно не добавили ничего вот такого, ну, чуть-чуть вот злобненького, ну, хоть на капелюшечку, хоть на маленечко. Toyota все-таки ориентирует вас на такое спокойное, плавное вождение. Тем более, что расход у Prius действительно может быть 4 литра, которые у него там по паспорту. Даже у него не 4 литра, у него в паспорте 26, по-моему, километров на 1 литре, а это почти 3 литра даже. То есть, понимаете, ну там 25,7, кажется, вот так вот цифра, да, но если это перевести в литры на 100 километров, это получится, что мы почти 3 литра должны иметь расход, ну, видимо, в каких-то идеальных условиях. Реально недорого обслуживать, ну, если мы не говорим про батарею, да, про нее отдельный разговор. Здесь не надо тратиться на ремни навесные. Здесь очень долго изнашиваются тормозные колодки, поскольку машина очень хорошо тормозит двигателем, рекуперацией, соответственно, вам не всегда есть необходимость именно оттормаживаться прям тормозной системой. Колодки живут долго, там люди по 100 тысяч ездят с колодками, с которыми они купили машину и так на них и ездят. Высоковольтная батарейка стоит за 100 тысяч, то есть 100, 120, 130, 150, в общем, если открыть объявление, там, если поузнавать в интернете, будет такая примерно цена. То есть постарайтесь уж как-то наэкономить за то время, пока вы будете пользоваться Приусом, наэкономить себе на замену батарейки, да. Но в любом случае нужно всегда помнить, что уже давным-давно научились заменять сегментами. То есть батарейка, она же не цельная такая, батарейка вот огромная такая какая-нибудь там лежит, и она состоит из множества сегментиков. И, соответственно, каждый этот сегментик можно поменять отдельно, и уже не будет ошибок, уже машина будет ехать нормально. То есть, по сути, можно с этим всем разобраться. Ячейка одна батарейки стоит там 4-5 тысяч рублей, ну там плюсуйте еще замену, хотя некоторые умудряются починить сами, потому что есть инструкции в интернете, как эту ячейку поменять самостоятельно, но я бы лично не рискнул, я боюсь, что меня током долбанет. Подвеска обыкновенная, балка и Макферсон спереди, да, то есть обычные стоечки. Ну-ка, лежачок, лежачок. Ну, вообще, кстати, он довольно сбитый по подвеске, но прям комфортно мягким плывущим не назовешь. Если вы думаете, что электронные помощники полностью возьмут на себя в экстренной ситуации управление, да, и спасут вас, это полный бред. Если вы решите съехать с откоса или в отбойник поехать, никакая вот эта система чувства полосы вас не спасет. То есть, понимаете, он чувствует полосу, да, чувствует разметку, но он не станет вам мешать, если вы решите эту разметку пересечь. Он будет беспомощно пищать, а вы будете ехать в отбойник. Так что не нужно уж так прямо полностью забывать о своих водительских навыках. А то, я знаю, там девчонки особенно, у меня же машина за меня думает. Так, в общем, ни хрена она особо не думает. Это помогает, но не заменяет. Смотрите приколюху, Prius нам не даст стартовать для разгона с 2 педалей. Вот смотрите, я сейчас поставлю ногу на тормоз, поставлю на D и буду жать газ. Смотрите, он даст ошибку. Видите? Кстати, на нейтралке он тоже возмущается, смотрите. Видали? В общем, мы открыли капот, даже дадим ему маленько остыть, потому что машина явно давненько не видала таких приключений. Но, знаете, он меня порадовал. С режимом Power, конечно, с режимом Power, да, чтобы как можно больше работал бензиновый мотор. Мы получили 13 секунд, это хорошо. Для такой машины это хорошо, то есть буквально там на 1,5-2 секунды медленнее, чем обыкновенный Prius.
Я считаю, замечательно. Конечно, без режима Power 15 секунд, ну что поделать. Как по мне, это косвенно означает, что с машиной еще все в порядке, и жить ей еще жить и жить. В общем, динамика есть. Ну, естественно, не гонка, но для такой машины очень хорошая динамика однозначно. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. На такие массовые машины комментарии мне интересны, я всегда читаю и отвечаю. Подписывайтесь на канал и всем пока. Не пропускайте прямые эфиры. И там есть такая ссылочка на Donation Alerts. Помочь каналу, все дела. Можно было бы на нее иногда заходить. Всем пока.